Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот, с вами Артур. Сегодня хочу представить вашему вниманию небольшое пополнение с барахолки. Давно не был я на местной барахолке, которая у нас на местном рынке центральном. И вот решил посетить и посмотреть, что там есть интересного. В основном то, что было мне интересно, стоило дороже, чем это можно было бы купить на торговых площадках наших. Но все же я нашел там некоторые интересные для меня банкноты, которые решил купить. Сейчас по порядку вам покажу. Итак, первая банкнота Германия. 20 миллионов марок, 1923 год. Германия мне интересна, поэтому я потихоньку ее пополняю. Это инфляционный 6-й выпуск 1923 года. Напомню, что всего выпусков в этом 1923 году, в период с февраля по ноябрь, было 11 выпусков. Такая вот простенькая банкнота с односторонней печатью. Бумага плотная, с водяными знаками. Водяной знак, разные узоры по всей площади банкноты, в зависимости от разновидности. А их у этой банкноты, кажется, 4. В моем случае это волнистые линии, разновидность D. Состояние банкноты хорошее. У меня такой не было, поэтому решил купить. Обошлась она мне в 100 рублей. Дальше у того же продавца, то есть все сегодняшние банкноты я купил у одного продавца. Следующая банкнота, 3 вот такие рублевые банкноты 1898 года. Вот эта рублевая банкнота, это правительство РСФСР 1917-21 годов, подписи Шипов, Алексеев. Состояние неплохое, вот оборотная сторона. Нравятся мне очень по дизайну эти банкноты. Вот. Следующее, это тоже правительство РСФСР 1917-21 годов периода, подписи Шипов и Демило. В таком вот состоянии. Вот оборотная сторона. И третье, это царское правительство 1915-17 годов. Подписи Шипов и Дудалькевич. Тоже в неплохом таком состоянии. У меня есть желание собрать их по подписям кассиров, но вот пока покупаю так. Желание такое есть, так вам скажу. И потихоньку движусь к этой цели. Вот, эти все 3 рублевые банкноты обошлись мне 100 рублей каждая. И вот такие 5 рублей 1909 года я еще взял в таком вот состоянии. Печать Временного правительства 1917 года, подписи Шипов, Овчинников. Эта банкнота обошлась мне в 50 рублей. Тоже пятерки хочу собрать по кассирам, посмотрим, как это получится. И, друзья, главная банкнота, из-за которой и были куплены все предыдущие, все остальные банкноты, это вот эта вот банкнота Россия, 5000 рублей 1993 года, выпуск 1994 года. В очень хорошем состоянии, давно хотел себе такую в коллекцию, и вот увидел и купил. Первый полноценный выпуск Банка России 1993-1994 годов, в котором были выпущены номиналы 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 50 тысяч рублей. Самый крупный большой номинал. Вот, видим такую вертикальную надпись. Выпуск 1994 года. Бумага розоватая. Встречаются еще и с белой бумагой, но они не частые и стоят дороже. Серия КЕ номер 220 42 63. Перегибов и складок особо не видно, едва сбиты уголки. Но я хочу все-таки повнимательнее ее рассмотреть. Вот тут есть какие-то следы некоторых сгибов.
Не знаю, видно вам или нет. Вот, смотрите, по центру проходит едва заметный изгиб. Ее складывали, наверное, так. Она была сложена. И у границы с купонным полем есть след от какого-то сгиба или перелом какой-то. Но я все же склонен предположить, что она была подвергнута отпрессовке. Вот. Ну, такая вот, одним словом. Для полноты коллекции я планирую купить такую с белой бумагой. Еще выпуск 1993 года, без вертикальной надписи. Сторговались мы продавцом за 1000 рублей. Я ее взял. Считаю, что это очень хорошая цена за такую банкноту в таком состоянии. Я смотрел, что есть по ценам на торговых площадках, и поэтому даю такое заключение. Ну вот, друзья, на этом обзор покупок с барахолки подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Очень жду ваши оценки и комментарии, а также подписку с тех, кто еще не подписался на мой канал. Буду вам очень-очень признателен. Всем здоровья, всем добра и успешных пополнений в коллекцию. До новых встреч!